Всем привет, с вами Ри. Сегодня у нас будет распаковка с Wildberries и AliExpress. Такая небольшая, маленькая, уютненькая. Я очень хочу это открыть, потому что некоторые посылки у меня лежали, наверное, уже больше месяца. Вот это поворот! Так непривычно сейчас снимать видео. Я отсутствовала примерно недели две, так. Более подробно вы сможете прочитать в моем телеграм-канале, подписаться, потому что я бываю там чаще и пишу вообще, что со мной там происходит, какие-то новости и так далее. Так что можете подписаться. Итак, я не помню, какие посылки откуда. Некоторые я уже открыла, и, наверное, начну я с посылок, которые у меня уже открыты, которыми я успела попользоваться. Ссылочки будут указаны внизу, вы сможете заказать. Начну я с косметических продуктов. На очереди у нас идет вот такой гель для бровей. Суперсильная фиксация. Вы можете сейчас на мне его заметить. Обычно я его использую до нанесения... Слышите, да? До нанесения теней, чтобы он не оставался прозрачным, но это не всегда удобно, потому что тяжеловато прокрасить, когда на тебе гель. В стойкости скажу, что, наверное, с моими не самыми густыми бровями, и они относительно послушные, по стойкости 8 из 10. А на концах почему-то под конец дня у меня больше как-то все это осыпается, более мягкие они становятся. И если переборщить, то появляется такой белый налет. Но в принципе я очень довольна. У меня был до этого другой гель для бровей, которым я восхищалась, он супер классный. Но этот еще лучше, поэтому я оцениваю его на 8 из 10. Как бы ваши бровки будут стоять. Это, кстати, от Luxe Visage. Дальше у нас идет косметическое средство. Вот такая вот пудра. Я купила себе такую матирующую пудру от Vivienne Sabo. Я немного уже попользовалась. Такими пудрами компактными я редко пользуюсь, и я ее купила для поездки в командировку, которая будет не скоро. Из минусов, глобальный минус, я не люблю. Ладно, я не люблю цветные пудры за то, что у них есть оттенок. Мне очень нравится у Натальи Шик рубрика, где она приглашает визажистов, которые рассказывают свою историю, какие-нибудь фишечки показывают. И вот там вот моя любимая теперь визажистка Pink Mint. Она вот использует такую цветную пудру, чтобы наносить на носик. Ну, как бы, в принципе, на модель полностью. И какие-то более белесые, белые пудры прозрачные наносит на высветление. Так вот, для меня она оказалась темная. А по стойкости, наверное, 5 из 10. Вот у меня уже лобик тут немножко жирный, под глазами тоже. Да, у меня все такое лицо немножечко с естественным финишем, как будто бы. Честно, я не могу ничего сказать хорошего и плохого. Нормальная пудра в 01 оттенке. Вот это я еще не открывала. Да, это я себе заказывала клей для ресниц, для макияжа, когда делала на 14 февраля, но он поздно пришел. Вот такой вот синий. Клеить я его пока не буду, ресницы не хочу. Пахнет он ничем, потому что он засох. Норм? Класс. У меня есть иголка. Я сейчас проткну все. В общем, пришлось провести экзекуцию носика, потому что там все засохло, или, знаете, ой, чуть-чуть. В принципе, и так контролируется нажатие. Могу выдавливать. Огромный минус, короче, тому, что носик там засох. Я нанесла немножечко себе на палец. И теперь мы что-нибудь приклеим. Возьму я иголку. Может быть, иголка это не лучшее решение было? Окей, у меня дурацкий получается уже обзор какой-то, клей странный. Он как бы,
вообще еле-еле склеивает. Чтобы выйти куда-то, думаю, что нет. Снять видео на 15 минут, возможно, не продержится. Далее у нас идет СВБшечки. Вот такой вот чемодан. И как вы думаете, что там? Если у вас есть идеи, вы можете успеть написать в комментариях. А пока я открываю. И вижу вот такую вот огромную красоту. Это маркеры, подобие Капикота, которые профессиональные. У них есть два кончика, широкий и тонкий. Вполне себе хорошо рисуют. Сейчас я вам продемонстрирую. И стоили они, где-то рублей 700-800. Они очень бюджетные. Чтобы вы понимали, я искала такие фломастеры в художественных магазинах, просто в канцелярии, и там они стоили 12 штучек 1000. Давайте возьмем вот это мой любимый оттенок, это Wine Red, очень красивый, даже на колпачке. Ну, давайте Blue возьмем, вот такие, которые более светлые, такие полупрозрачные. Розовый, бежевый. Беру широкую часть, вот. Ну, видите, да? Желательно рисовать на скетчбуке. Такой темный цвет тяжело наслоить друг на друга, но светлые легко наслаиваются. Тут есть еще и разные оттенки. Это очень круто. Ну, на третий слой как бы уже не очень. Но вы видите разницу, да? Насыщенные цвета, они прям вот отдают всего себя на другие страницы. Не знаю, стоит 100. Честно, не пожалеете. Но последнюю посылочку с СВБ. Лонгслив. Тут даже картоночку положили, чтобы видать форму, материал. Ага. Почему-то изначально думала, что я заказала как бы из Бершки. Но я потом увидела, что пакет-то не из Бершки. Но стоит он в районе 400-500 рублей. Качество в рубчик, оно такое не особо тянется. Какого-то такого запаха не имеет. Ну, в принципе, мне нравится. Ну что, он очень красивый. И даже по плечам сидит хорошо. Ну, просвечивает немножечко белье. Это бежевое. Мне еще очень нравится, что здесь такие рукава длинные. Ну, я ему ставлю тоже 10 из 10. За свою цену, ну, просто шикарен. По плечам сидит. Я взяла, по-моему, самый маленький размер. Я не помню, там либо XS, либо L. Очень мне нравится. За такую цену, ну, просто надо брать. Мы перейдем к тому, что я знаю, что здесь лежит. Но еще я заказала наушники себе вот такие. Все мы их знаем. Ой, ну, такие, конечно, с необычными. Просто свернулись. Как Рафаэлка. Да, все. Давайте. Может быть, я что-то делаю не так? Они растягиваются. Я планирую ходить вот так вот весной. У меня есть такой пальтишко махровенькое. Оцениваю их я тоже как 10 из 10. У них, да, размер регулируется. Они мягкие. Ушки все плотно прижаты. Вот еще у меня СВБ. Посылка, которую я не видела. Итак, вскрытие покажет, что же там. Здесь мы наблюдаем вот такие блесточки, красивущие. В упаковке выглядят они немножечко как бы дуохроме. Тут такой фиолетово-голубой перелив. Пахнет, знаете, такой блеск был в детстве. Вот так пахнет, вот честно. Давайте нанесем куда-нибудь. Я хочу его использовать под глаза, не наверх, точно. Потому что очень сильно такое дело осыпается. И все, естественно, попадает в глаза. Вам видно хоть что-нибудь? Мне нет. Давайте еще куда-нибудь нанесем. О, на носике уже лучше видно. Я такое люблю. Я поставлю этому, наверное, пока 9 из 10. Дальше у нас что-то здесь лежит. Тоже что-то с Алиэкспресс. Это для ног. Но они ничем не отличимы от обычных минеток. Вот все то же самое. В общем, акриловые такие, тонкая вязка машинная. Но немножко растягиваются. По радиусу они больше, чем для рук. Естественно, здесь нету никаких дырочек для пальцев. Потому что это для ног. Да ладно. И они как будто бы потолще. Вот так. Буду, в общем, модной весной. Если это еще в моде. А то зачем я это все покупала? Далее у нас по списку это для моего видео про ногти. И что это? Я в шоке. Я заказала для ногтей себе. Я себе точно не заказывала розы.
Здесь маленькие розочки. Это как бы неплохо, но я точно не хотела розы. Но будет забавно, если я реально их заказала. Вот такие вот они маленькие. Ну, прям вот с горошинку. Ну, честно, я расстроилась. Люблю сердечки, бабочки, там, не знаю, звездочки, но не розочки. Но, и разные фигурки. Здесь их много. Они некоторые повторяются, некоторые в едином экземпляре. И они здесь более интересные. Вот такие сердечки есть. Ангелочки золотистые. В общем, вот этот набор мне намного больше понравился. Набор для топового маникюра и набор, не знаю, грусти. Давайте мы проверим блески. Вот так они на руке прилипаются. Из-за того, что сейчас уже солнце садится, а мало светоотражения. Ну, вот видите, красиво мерцает так. Трем. Разочарование. Знаете, это как блесточки с Алиэкспресса. Они не очень стойкие, но есть что-то еще осталось. Но вы глаз явно не будете так тереть активно, как я, руку. Вполне себе достойные блесточки для корейского макияжа. И переходим к тому же, что я больше всего откладывала. Это вот такой вот чехольчик с зайчиками. И, кстати, не пахнет. И здесь такая еще висюлечка. Я всегда давно мечтала о висюлечке, чтобы она так болталась, мило. Какие они вообще прелестные. Да. Здесь есть небольшой брак, то есть они поцарапанные. Одна кошечка. Какая-то вот она побитая. Я очень сильно люблю New Jeans. И мне кажется, эти зайчики сделаны под их стиль. Похожи. Не совсем такие, но похожи. В камере плохо видно. Желтоватый такой приятный цвет. Под лонгслив. Знаете, вот у меня какое-то настроение. Весна пришла. Cheers. Ну, прям вот вайбовый, мне очень нравится. И, кстати, в этот же момент я с этим чехлом купила себе чехол для часов. Это вот такой ремешочек красивый очень. Здесь есть розовая каемочка. И они такие беленькие. Конечно, они мораются, но легко очищаются. Мне очень нравится. Единственный минус это вот то, что они резиновые. Рука в них потеет, и не очень приятно. Вот и все. Уже достаточно темно. Я надеюсь, вам видео было полезно, вам что-нибудь приглянулось, вы тоже это закажете. Спасибо всем большое за просмотр, я вернулась. Дальше у меня уже такие планы грандиозные, что снимать, показывать. Так что подписываемся, поддерживаем, мне это очень сильно важно. И спасибо за ваши комментарии. Всех люблю, обнимаю, к сердцу прижимаю, мучаюсь от боли со своей любовью. С вами была Ри. Всем пока-пока, всего вам хорошего.